Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня я к вам с новым интересным узором крючком. Этот узор я могу отнести к группе базовых узоров, так как он универсальный. Он подходит и для вязания каких-то летних ажурных вещей, так и более таких теплых демисезонных вещей. Ну, конечно, на супер теплые вещи он не подойдет, так как он имеет вот такой ажурный рисунок. И этот узор называется ажурные соты. Он очень интересный, объемный. И здесь я уже начала вязать одну модель с этим узором. Я буду вязать жилет. На самом деле этот узор я увидела в нескольких группах в социальных сетях. И вяжут из него и жилеты, и кардиганы, и джемпера. И смотрится все очень интересно. Данные модели, они и достаточно теплые, и в то же время комфортные за счет своего узора и такого легкого воздушного полотна. И на самом деле этот узор, вот смотрите, при вязании модели он смотрится как вертикальный за счет вот таких вот волн и ажурных дырочек, ажурных сот, но на самом деле он вяжется в поперечном направлении. То есть здесь я уже связала спинку для жилета, и я вязала от одной боковой стороны до второй. Друзья, если вас заинтересовал этот узор, в этом видео я подробно покажу, как вязать его, то есть выполнять. Вы можете вязать любые вещи, как я и сказала, кардиганы, джемпера, пуловеры или, возможно, даже ажурный шарф, палантин будет смотреться шикарно таким узором. Но я буду далее снимать мастер-класс по вязанию жилета. Здесь я уже связала спинку, вывязала проймы, вырез для горловины и буду подробно снимать, как связать вторую деталь и рассказывать. Для вязания образца узора я использую пряжу Alizé Lana Gold Classic. Здесь метраж моточек 100 грамм, в нем 240 метров. И использую крючок номер 5. Для начала вязания набираем цепочку воздушных петель. Раппорт узора в ширину составляет 6 петель. Но вы можете набирать начальную цепочку кратно 3 петлям. То есть можно заканчивать вязать узор на половине раппорта. Итак, набрав цепочку, еще набираем плюс 1 петлю для подъема. И начальный ряд, первый ряд я буду считать как начальный ряд, провязывается обычными соединительными столбиками. Или их еще называют глухие столбики. Вводим крючок за полупетельку воздушной петли и провязываем разом столбик. И таким образом мы возвращаемся вот к хвостику цепочки. Я заканчиваю вязать соединительные столбики начального ряда, выполняю последний столбик из крайней петельки и поворачиваю работу. И далее перехожу к вязанию первого ряда узора, и по сути это первый лицевой ряд полотна. Выполняю 1 петлю подъема. Далее в начале, здесь первый раппорт, провязываю 3 соединительных столбика. Далее выполняем 3 воздушные петли. После отсчитываем 3 петельки по ряду, в 4-ю вводим крючок за 2-ю полупетельку также и провязываем полустолбик. То есть мы сделали накид предварительно, вытягиваем петлю на крючок и провязываем полустолбик. И после выполняем еще 2 соединительных столбика. Также за 2-е полупетельки вводим крючок. И повторяем раппорт узора. 3 воздушные петли.
накид на крючок, отсчитываем 3 петельки по ряду, в 4-ю вводим крючок, выполняем полустолбик на второй полупетельке и далее еще 2 соединительных столбика. Вновь 3 воздушные петли, 3 петли отсчитываю, в 4-ю ввожу крючок, выполняю полустолбик и еще 2 соединительных столбика. Итак, у меня уже образовалось 3 ажурные дырочки. Так, отсчитываю 3 петельки, в 4-ю ввожу крючок за полупетельку, полустолбик и 2 соединительных столбика. И здесь заканчивается ряд на вот этом ажурном отверстии. И поэтому я выполняю 2 воздушные петли вместо 3 и из последней петельки ряда вяжу столбик без накида, причем ввожу крючок за 2 полупетельки, чтобы как бы петля не вытягивалась, полупетля. И все, на этом первый ряд завершен. Далее поворачиваю работу, получается, наизнанку. Второй ряд, как и все четные ряды узора, мы будем вязать одинаково. Выполняем 1 петлю подъема и далее вяжем глухие столбики, вводя крючок за 2 полупетельки. Вот вяжем и по арочкам из 3 воздушных петель, и по столбикам предыдущего ряда вот одни и те же столбики. Вот так провязываются все четные изнаночные ряды. А нечетные ряды у нас будут идти по лицевой стороне, и в этих рядах мы будем формировать ячейки. Первый ряд ячеек у нас готов, и по сути это половина раппорта в высоту. Раппорт в высоту мы будем повторять 4 ряда с 1 по 4. И третий ряд мы начинаем вторую половину раппорта. В этом ряду мы будем располагать ячейки уже в шахматном порядке. Вот здесь, где были провязаны столбики, будут образовываться ячейки из арочек 3 воздушных петель, а над ячейками первого ряда мы будем провязывать уже столбики. И в начале выполняем 1 воздушную петлю и выполняем столбик без накида из первой петли. Так выполняются крайние ячейки. И далее 2 воздушные петли. То есть крайние ячейки, получается, немножко они заужены. После 2 воздушных петель вяжем полустолбик. Отсчитываем 2 петли здесь. И в 3-ю петлю за полупетельку вводим крючок и провязываем полустолбик, как раз он над ячейкой первого ряда. И еще 2 соединительных столбика. И вот у нас ячейка образовалась, получается, там, где были провязаны столбики в начале ряда. Далее идет повтор. 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 петли по ряду и выполняем полустолбик. То есть мы немножко сместили выполнение узора на 3 петли. И у нас повторение то же самое, и ячейки располагаются в шахматном порядке. И повтор: 3 воздушные петли, отсчитываем 3 петли и далее вяжем на 3 петельках полустолбик за 2-ю полупетельку и 2 соединительных столбика. Я закончила вязать 3-й ряд, провязала последние 2 соединительных столбика вот до последней петельки, получается. Поворачиваю работу, и 4-й ряд изнаночный, 1 петля подъема
И здесь вяжем просто все столбики. Это у нас глухие столбики за вторые полупетельки из каждой петли ряда. Я закончила вязать 4-й ряд и по сути закончила первый раппорт повторения узора в высоту. Далее вяжу, повторяя с 1 по 4 ряд. То же самое. 1 петля подъема. Здесь вначале выполняю, получается, над первой ячейкой 3 соединительных столбика. И далее идет повтор, 3 воздушные петли. И отсчитываю 3 петли. Далее выполняю из следующих 3 петель полустолбик на второй полупетельке и 2 соединительных столбика. Повторяю. Второй ряд это у нас, как и все четные ряды, соединительные столбики. И 3-й ряд мы уже здесь немножко смещаем ячейки, и получается вот такие вот ажурные соты. Сейчас я провяжу узор в высоту и покажу вам результат. Я провязала образец узора, выполнив повторение раппорта в высоту 4 раза. И, кстати, очень легко посчитать количество рядов. Вот смотрите, по ячейкам высоту 1, 2, 3, 4 и вторые ячейки тоже 4. Поэтому 4 полных раппорта провязано. И посмотрите, вот так смотрится узор при если смотреть на него, как мы вязали, снизу вверх. И если мы вяжем модель в поперечном направлении, то вот такие вот вертикальные волны получаются. Очень интересно. Такой простой, но интересный эффект. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и будем с вами вязать красивые и модные, стильные вещи. Спасибо за внимание.